Хей, всем привет, и с вами снова PR Fair Play. И сегодня мы наконец-таки завершаем подведение итогов за 2017 год. Где-то это я уже слышал. Теперь-то уж точно. Правда, что ли? Ну, поехали, значит. Но поедем мы недалеко, потому что в этой замечательной игре нам чаще придется сидеть в кусте. Погоди, так мы ведь PUBG уже в другой выпуск включали. Ха, мимо, даю подсказку, лес. Я даже боюсь представить, ты сейчас про какой-то хоррор начнешь задвигать? А вот и не угадал, я бы даже сказал наоборот. Симулятор ходьбы по лесу? Да, в каком-то смысле, ладно, не буду мучить больше. Поприветствуем безумно красивый симулятор охоты в лице The Hunter Call of the Wild. Вот это поворот, давненько я не видел такие игры. То же самое, помню, как ты еще в школьные годы запускал симулятор охоты, но мне как-то показалось, что это все весьма скучно. Хотя, может быть, та игра плохая была, я даже не помню, какая именно. Романтику охоты надо распробовать. Наверное. Зверюшек убивать меня не тянет, но на то-то она игра, настоящие кабанчики будут в безопасности. И ведь в эту игру определенно стоит играть именно в компании. Согласен, ведь одному будет скучно. Это если бы здесь хардкор какой-то был, то одному не пришлось скучать. Но геймплей-то размеренный. Все так. Надо отметить, без фишек не обошлось. Ну, кроме очевидного объемного арсенала оружия с разными обвесами, игра также предложит брать задания у местных жителей. Ну, а при желании можно вообще фотоохотой заниматься. Благо, местные красоты располагают. Ого, неплохо. А грибы можно собирать? И это тоже. Офигенно. Ага, ну ладно, потихоньку двигаем дальше. И куда нас теперь занесет? Из живописных просторов, куда же еще? В казематы. Что? A Way Out вышла уже в 2018-м. А речи не о ней пойдет, я о The Escapists 2. Оу, какие жирные пиксели. Это точно. Контраст с предыдущей игрой потрясающий во всем. Ладно, так что нам тут делать-то? Стараться мыло не ронять. Ваганыч, ты ли это? Ладно, если серьезно, то наша цель, понятное дело, сбежать. Сбежать? Это не наш подход. Всех убью, один останусь. Ну-ну. Хотя тоже вариант. В общем, играть можно по-разному. Иногда можно перемочить всех, иногда поиграть в стелс, но иногда и голову поднапрячь. Ведь порой для побега нужно продумать целый план, скрафтить кучу вещей для этого. И дай угадаю, некоторые планы просто не получится осуществить одному. Именно. На то здесь кого поприсутствует. Окей, продолжаем. Правда, я уже боюсь, куда нас может занести теперь. Да ты успокойся. Просто за столом будем сидеть. Ну нах, я ливаю. Тут точно какая-то подстава будет. К гадалке не ходи. А ты догадливый. Ведь перед нами Hand Simulator. Я надеюсь, это не то, о чем я подумал. Ну так я и не знаю, о чем ты подумал. Ну вот и ладно. Так о чем это, Мура? На удивление много о чем. Вот в свежих патчах королевскую битву подвезли, блин. Давай лучше по порядку. Окей, вы попадаете на какую-то локацию, и все, что вы можете сделать, это управлять своими руками. И это крайне сложно и неудобно, но тем и весело. А дальше уже все от местности зависит. Где-то можно взять револьвер и выстрелить в оппонента, а где-то и рыбу ловить. Надеюсь, можно коллективно спиннеры крутить. Все как ты любишь. О боже, за что? Твой оптимизм не напрасен. Игрушка, конечно, угарная, но после того, как будут испытаны все режимы, интерес поугасает. Но их здесь много. В общем, занимайтесь лучше рукоблудием. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в Hand Simulator не играло. Конечно. Все игры равны, но это равнее других. Я чувствую запах фурей. Да ты знаток. Ну ладно, ближе к делу. Познакомьтесь с оригинальной во многих смыслах RTS Tooth and Tail. И чем же она оригинальна? Ну, встречают по одежке, и тут нас ждут, как ты уже догадался, антропоморфные существа и пиксельная графика. Стиль приятный, а что под капотом? А под капотом RTS, но, как я уже сказал, необычный. Вести сражение мы будем управляя лишь лидером, и он несет на собой флаг и ведет войско в бой. Ну и также он может подбегать, запускать строительство в нужных местах, а ресурс всего один – еда. А голодает зверье и пиши пропало. Вот слушаю я тебя и складывается впечатление, что наш персонаж это аналог курсора.
Ну, в какой-то степени можно и так сказать, но это все равно дает другое ощущение от игры. Пожалуй, ведь персонажем так же как курсором так быстро не побегаешь, а значит придется играть совсем по-другому, нежели в классической РТС. Ладно, теперь рассказывай, как в это вдвоем вообще играть. Все банально, можно объединить силы против искусственного интеллекта или же зарубиться друг против друга. Ну, в обоим случаях вам поможет либо сплитскрин, либо игра по сети. Отлично, но хоть какие-то сюрпризы будут? Сюрпризом будет каждый раз случайно генерируемая карта, причем это не даст все время играть по одной схеме. А сам геймплей построен таким образом, что отсиживаться не получится, оголодаете. Типов войск немного, но они в достаточной мере разные, чтобы придумать какую-то тактику. И придерживаться ее? Что ж, ясно, понятно. А две лучше. А теперь пришла пора уйти в тень. Погоди, по формату в выпуске должно быть 5 игр. А я о пятой веду речь, ведь Styx Shards of Darkness это неплохой стелс на двоих. О, это то ощущение, когда видишь, что охранников двое и приходится ждать 2 часа, пока один отойдет, или же заниматься выманиванием. Полагаю, если играть вдвоем, такие проблемы уже решаются на раз-два, правда? Именно, но зато придется делить хилки между собой. Все по классике. Хотя подобная проблема мне больше вспоминается в битэмапах. Ну а еще может кто-то и чихнуть ненароком и испортить всю стелсовую малину. Чихнуть? Это хоррор какой-то? Да вовсе нет, это я просто так образно выразился. В общем, игруха веселая, паркурим, думаем, как обойти вражин или нейтрализовать их, ну или на крайний случай обмануть. А если что, можно и в бою дело решить. Погоди, а зачем мы все это делать-то будем? Играть мы будем за 2 гоблинов варюх. Ну и соответственно делать понятно что. А попутно прокачивать новые навыки. А если поймать, то отправят в Escapist? Может быть так, но скорее всего нет. Ту-ту-ту-ру-ту. А вот что точно, да, что мы наконец-то завершили подведение итогов 2017 года. Еее! Сколько хороших игр за бортом осталось. Дык, во все не переиграешь. Что правда, то правда. Ну, надеюсь, вам понравились наши подборочки. Ага, ведь мы будем продолжать в том же духе. В том же и даже еще лучше. В общем, с вами, как всегда, были Pair Fairplay. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Но геймплей-то размерный. Размеренный, блядь. Но это все равно дает другое ощущение. Блядь. Еее! Столько хороших игр за бортом Моя осталось. Что мы наконец завершили подготовку. Блядь, сука. Всем удачи. Всем пока. Даже здесь накосячили.